so wonderful, this is has so many. Это во всех областях этого человека можно увидеть, проследить. Потому что он, например, покупает машину и говорит, у меня такая классная тачка. Then he sees that one of his friends or colleagues has purchased another car. Потом он видит какого-нибудь сослуживца, который приезжает на другой машине. Then he finds that car is very что good. Вот та машина, это да, а моя это фу. So, always a variety. То есть ему нужно разнообразие в жизни. То есть он ищет, бежит за разнообразием, потому что не чувствует себя удовлетворенным. So then, when this tendency goes into, for example, into sexual relationship. Или если, например, эта же тенденция в сексуальные отношения So then it leads to nymphomania. Тогда у девушки развивается нимфомания. So every time he wants a new person. Ей хочется нового и нового партнера каждый раз. So this is all due to the effect of the miasm on the mind. И это все из-за того, что ум поражен миазмом. Some persons may change the countries also. Некоторые люди меняют страны. So like this, it is reflected in every angle of his life. И вот эта вот непоследовательность и неудовлетворенность, она прослеживается во всех областях жизни этого человека. You know, yesterday I told you Я вчера вам говорил, when the child is born with the inheritance of this miasm, что ребенок, который рождается, унаследовав эти миазмы, from the very childhood you find с самого детства раннего вы находите эти тенденции в нем. So that is why the child Поэтому ребенок slips away from the house. Это тот пример, который я приводил с ребенком, который сбегает из дома или сбегает с учебы, и убегает там на несколько дней, где-то там слоняется, шатается, потом возвращается. And after some months then comes back. Через несколько месяцев иногда возвращается. And the children who develop the tendency of stealing. И те дети, которые страдают клептоманией. So they may transform into thieves. Они могут впоследствии стать ворами. So the thieving instinct. Потому что у них очень силен инстинкт воровства. The persons having this miasm, their mind is, they are very clever in their mind. Потому что эти сикотики, они очень умные на самом деле. У них ум хорошо работает. In the miasm syphilis, they are idiotic, but here they are very clever. У них более идиотический ум, плохо они соображают. А сикотики, они очень умные. And also tuberculosis is very clever. Yeah? Clever. Syphilis is not clever. Syphilis is not clever. No. But tuberculosis they are very clever. Туберкулиновый миазм, это тоже, он дает хорошие такие, хорошо работающие мозги. Но не в ту сторону. Кого-то одного или от одного может передаться, или обоих родителей должны? These miasms, they are coming here, they are inherited from only one parent or from both. It is possible from one parent, from both. И то, и другое возможно. And also in tuberculosis, in this miasm, the persons, they don't mind for their requirement, because they are so selfish that they don't mind destroying the other person. И туберкулиновый миазм тоже для него характерно то, что человек крайне эгоистичен, и он вообще его не интересует, что там происходит с другими людьми. Он может разрушить жизнь другого человека легко. So it is a very cold-blooded person. Это такие хладнокровные очень люди. That is what you see in big criminals. Это то, что мы можем увидеть в таких очень страшных уголовниках, преступниках. Sometimes you find such person who has this excess of
sexual desire and no satisfaction. Then some persons you find after making intercourse, then he may destroy the person or he may kill the person. Also such Это также criminals. насильники, у них настолько сильное сексуальное желание, что они никак не могут удовлетвориться, поэтому после того, как они насильничают, они еще убивают свою жертву. And this miasm makes the person always not to follow any rules and regulations and any tradition and all these things. И этот миазм заставляет человека отказываться от всех правил, нарушать все правила, законы, традиции. Он не уважает ни законы, ни традиции, ни правила. So such is the behavior of the persons. So such persons, when they are born by the inheritance of this miasm, and if they are not treated and cured, then when they reach their middle age, already then they will get a very, because it is established into a very dangerous disease. И эти люди обычно, если они унаследовали такой серьезный миазм, то где-то к середине жизни они приобретают какую-то очень серьезную болезнь. And therefore they may get into dangerous conditions like brain tumors or cancers or any type of such things which bring an end to the life. У них могут развиться рак мозга там, или еще какие-то страшные заболевания. It may affect the lungs, it may affect the intestines. So any Болезнь может organ. поразить любой орган, кишечник или легкие. This miasm is more intense Это более интенсивный миазм. and more spreading in the human race. И все больше и больше он распространяется в человеческой расе. That is why you find so much of crime increasing. Именно поэтому преступность растет. So the conscience of the person is totally Сознание человека disappears. полностью исчезает. Сознательность человека полностью исчезает. Say for example, I'll give you just only one or two examples. Один или два примера только, да? I know from my observation, because after study of this miasms and homeopathy, then I could relate why persons are behaving like this. Потому что, изучая вот эти вот миазмы и гомеопатию, я могу понимать, почему каждый человек ведет себя так, а не иначе. Because when you study homeopathy in the deeper sense, with the understanding of miasms, Когда вы изучаете гомеопатию очень глубоко, с глубоким пониманием миазмов, then your understanding of the persons in the society changes. Because before that, тогда у вас очень, тогда развивается ваше понимание поведения людей в обществе. then before that we may see there are so many criminals and bad Если people. до этого вы думаете, что вот там много преступников, там еще что-то But такое. now we can understand that all of them are patients. Но когда вы изучаете гомеопатию, вы смотрите на человека с этой точки зрения, просто видите пациента, на самом деле. So then we will not hate them, but we И pity тогда them. у вас растет сострадание, а не ненависть, неприятие. So for an example, Например, there was a family when we were little children. когда мы были маленькими детьми, There is another family была одна семья рядом, staying just besides our family. и дом находился рядом с нашим. So in that family also there are children like us of our age. И там были наши сверстники росли. And in our family, in our house, И в нашем доме, в нашей семье, so our parents were taking good care. For example, our mother only after taking care of the children,
and feeding us and taking care of children, and then mother and father, they were taking food, for example. Наши родители о нас очень хорошо заботились, они всегда нас первыми кормили, только потом сами принимали пищу. Then, when on the contrast with the other family, А у соседей было по-другому. the father, Отец, he used to get some breakfast from the hotel for him, он заказывал какой-нибудь себе завтрак из отеля соседнего. and one of his children brings this breakfast, И один из детей приносил ему этот завтрак. and when the children are sitting before the children, he used to eat for himself. И дети сидели рядом, а он первый кушал этот завтрак вкусный из отеля. And he used to tell the children И он при этом говорил детям, that because I am working to earn money, так to как я maintain здесь you, зарабатываю деньги для всей семьи, so that is why I have to eat. я должен поесть первым. And the children are made to accept this. И дети, принимали это, куда им деваться. So this is abnormal behavior. Это ненормальное поведение. So he has no conscience, otherwise he cannot do that. Он не понимал, что он действует ненормально. Similarly, Что он не должен I так found делать. some person, suppose he is traveling with his wife and children, Или, например, семья, она путешествует, муж с женой, с детьми. so he made his wife and children to wait in the railway station. И этот человек заставил своих детей и жену ждать их на станции. And he told his wife that I will just come in a few minutes, I have to meet a friend. То есть она оставила их на станции, сказала, мне нужно отойти ненадолго, я должен встретиться с другом. And then he went into the restaurant, had his breakfast. Он ушел от них, зашел в ресторанчик, поел, And came back with, потом пришел обратно. and he doesn't care that he has to take his wife and children also with him. Ему даже в голову не приходит, что он должен был взять в ресторан с собой и детей, и жену. So he is concerned only about Потому что он his думает needs. только о себе и о своих потребностях. So this is the behavior of the person of tubercular miasm. Это туберкулиновый миазм. And another example, you Или find другой so many persons, another example Другой пример. is that there is a person, for example, suddenly he used to come and say, can you give some money to me because my wife is in the hospital. Например, к вам приходит человек и говорит, дай мне денег, потому что у меня жена попала в больницу. And really you will believe, by the way in which he explains, you will believe, and you feel pity and then you give money. И он так вам распишет все это, что вы почувствуете очень большое сострадание, и почувствуете, что вы обязательно должны ему дать денег взаймы, и вы даете ему эти деньги. So he takes this money and then Он берет эти goes деньги away. и уходит, And for some years he will not come to you. и пропадает на несколько лет. And next time he goes to some other person. А дальше он пойдет еще к одному человеку Tell the same thing. и расскажет ту же самую историю. Once it so happened that there is a fellow Был один человек, who suddenly met me on the road and said, "Sir, my Который wife встретил is меня in на the улице. hospital. рассказал вот эту историю, что моя I жена need some money." лежит в больнице, мне очень нужны деньги. So I gave some money to him. Я дал ему денег, And after some 1 year or like that, once again he met me and said, I asked him, what happened to your wife? He said, my wife died. и когда через год я его встретил, она спросила, ну как там, а что тогда было с твоей женой? Он говорит, как вообще твоя жена себя чувствует? Он сказал, моя жена умерла. And then
After another 2-3 years, once again, he met me and then he came and said, "Sir, again my wife is in the hospital, she is sick." I said, "Your wife? You said your wife is dead, and now you say she is in the hospital." Года через 3 они снова случайно встретились, он говорит: "Сэр, мне очень нужны деньги, потому что у меня жена попала в больницу." Что была вторая жена. Maybe second wife. No, he has. I could know that all this is false. So this is how he tries to convince other people to get the money. Вот, это просто, естественно, были уловки для того, чтобы получить деньги. А если человек физически прям болеет туберкулезом, то как бы у него 100% этот миазм? If on physical plane he has tuberculosis, then tuberculosis miasm is there, yeah? Miasm is there, but the mental symptoms will disappear. Only physically it will be effective. Ага. Да, миазм будет там, но когда у него туберкулез на физическом уровне, у него вот эти вот ментальные проявления, они исчезнут в это время. Тем не менее, как бы, если, например, вылечили, да, человека, как бы, то все равно миазм в человеке есть. Ага. If it was suppressed by allopathic treatment, then miasm is with him, yeah? Yes, if it is suppressed away, after treatment of tuberculosis, miasm is still there. Да, если его вылечили на физическом уровне, то миазм точно с ним. If homeopathically? If homeopathically you treat, when you treat also you have to see if the mental symptoms are still there, he is completely curable. If the mental symptoms disappeared and the disease is completely established on the physical plane, then it is difficult to be cured. Немножко, видимо, не так я перевела, но я все-таки переведу, что сказала Ананта. Он говорит, когда туберкулез уже на физическом уровне, если еще остаются ментальные какие-то проявления, тогда это можно вылечить гомеопатией. Если уже ментальных проявлений нет, значит это неизлечимая стадия туберкулеза. But she asked about if tuberculosis was treated successfully with homeopathy, then tuberculosis miasm is yes, if it is cured according to the mental symptoms. Да, если его излечили, да, опираясь и на ментальные симптомы, тогда, если лечили гомеопатией, опираясь и на ментальные симптомы, тогда можно if you give homeopathic medicine only for physical problem, но если вы лечили гомеопатией, опираясь прежде всего на физические симптомы, then the physical problem may disappear, but he is not тогда cured. Физические симптомы исчезают, но туберкулезный миазм остается с ним. А вот эти миазмы, в принципе, излечимы, да? Я просто думала... In general, miasms are treatable. Miasms are treatable, yes. Да, и они излечимы. Miasms are treatable. Вроде как есть, которые... Неправильно я поняла? Излечимы. It depends on the age, yeah? Yes, generally depends upon the age, because the miasms, cure of the miasms, it requires a very constant and deeper treatment. Они излечимы, но это лечение требует достаточно продолжительного, постоянного и глубокого лечения. But generally after middle age, it is not so easy. И после того, как человек перевалил за середину жизни, обычно это гораздо труднее. Because generally what happens is after crossing 50 years, потому что обычно, ну, тем, кому за 50, за 60, the vital force, жизненная сила, the strength of the vital force decreases. Сила жизненного тела, она падает. Especially because when the miasm the effect of the miasm is increasing, then the strength of vital force is decreasing. Потому что в ходе жизни сила миазмов крепчает, а жизненную силу они изматывают. Then it is not so easy to тогда в этом возрасте уже не очень легко вылечить. Но тоже можно. Because the vital force cannot react according to the remedy. Потому что у жизненной силы не хватает силы, да, напора, чтобы использовать это. Especially with tubercular miasm. И особенно с туберкулезным миазмом.
when you give an intense remedy on the mental plane, and if the disease descends from mental plane to physical plane, Если вы даете очень интенсивный препарат на ментальном уровне, и заболевание спускается на физический уровень, then the body cannot withstand so easily and then falls sick. тогда может быть такое сильное проявление, что, This is человек when очень сильно заболеет. when you are treating after the middle age. Это касается тех, кому вот уже за 50 и 60. И это касается тех, кто только начал, да, в 50, например. А если человек гомеопатически начал лечиться до, но в процессе ему уже наступило 50, как бы к ним это не относится. Это же долгий процесс гомеопатический. If the start of homeopathic treatment is earlier, Yes. then anyway after 50 or 60 it is difficult, or by 50, 60 he is more treatable than a person who starts at this age. Who starts at early age, then if the treatment is continued following all the how the procedures, then it is difficult. It is easier for you to Нет, если раньше начинаешь, то это все гораздо eliminate легче, the effect of the miasm. то легче убрать эффект миазма. So Если начал раньше. For example, we have treated Например, мы лечили many times children много раз, мы лечили детей, who are having this stealing у которых были вот этот вот instinct and воровской инстинкт, and also going away from house и те, кто сбегал из дома все время, and speaking all the false and и врал, this cheating and all these things, then to such children, мошенничал. if Таким детям, if they did not have, because it's already inherited by them, but if physically they are not yet affected by this, by the disease, и эти дети, они действительно унаследовали эти миазмы, но если у них физическое тело не очень затронуто, then from all the symptoms from the mental behavior, тогда просто на основании ментального этого их поведения, then if you have given a stronger если мы дадим dose of indicated remedy, более сильную дозу подобного лекарства, there is a wonderful change in the тогда behavior of the person. они совершенно меняют свое поведение полностью. So a change in his mental attitude, in the behavior, У них меняется отношение к жизни, у них меняется поведение. then such person is prevented from getting into real physical dangerous diseases. И тогда впоследствии его не поражают те болезни на физическом уровне, которые должны были бы поразить его согласно миазму. Можно еще вопрос относительно вообще процесса? Просто доктор Андрей сказал в какой-то момент, что если витальной силе не мешать и симптомы не забивать, то тогда витальная сила сама естественным образом может излечить тело. Но я правильно понимаю, что это только при том условии, если человек правильный образ жизни ведет, правильно питается и так далее. То есть если, например, просто не лечить симптомы, но при этом там, продолжать вести неправильный образ жизни, то витальной силе не хватит возможности. Правильно понимаю? The question is, you said if the vital force which tries to expel all these toxins on the physical body, through the physical body, if you don't suppress, then vital force will eliminate this disease completely. But the question is, if in this you have to follow all the rules of correct diet and all these things, regimen. If you don't follow, then vital force will not be able, because it will be weak. Yes, because you know the vital force is already it has become weak because of the miasm inherited. Да, ей не хватит сил сделать это, если вы будете неправильно себя вести, потому что само неправильное поведение говорит о присутствии миазма. И миазм изматывает жизненную силу, ее ослабляет. So the
the treatment for the miasm, because miasm is very deep in the constitution, so this anti-miasmatic treatment, it requires some years of observation and treatment. Так как миазма лежит очень глубоко в Конституции, и антимиазматическое лечение, оно требует нескольких лет наблюдения и лечения. Ну, то есть он не так легко покидает Конституцию. Generally what happens is the patient will go to the doctor only when there is acute condition or any Потому что suffering. обычно человек приходит к доктору, когда имеет какое-то острое заболевание. And when this is treated and when these acute conditions are not there, then no more he comes to the doctor. Ну и обычно ты ему помогаешь, даешь первый препарат, он убирает все эти острые заболевания, начинается лечение, но пациент при этом пропадает, потому что у него проходит острое состояние. Because the homeopathic doctor can, who studies about miasms can understand which miasm is there in the person, so he needs that the person has to follow Потому treatment. что доктор гомеопатический, когда он начинает лечение, он даже в остром состоянии понимает, что вот внизу, то есть в основе всего этого лежит некий миазм. И он понимает, что после того, как острое заболевание вылечено, нужно продолжать лечение еще какое-то время для того, чтобы дойти все-таки до миазматического уровня. Но пациент при этом So the patient does not understand that he has to, why should he continue the treatment, because he says, I don't have any problem now. Трудно объяснить пациенту, зачем ему продолжать лечение, если он себя чувствует прекрасно. А потом сейчас Лечение детей имеет ли значение лечение родителей? Или можно вот одних детей лечить? Потому что они же в той же самой среде просто остаются. If you start homeopathic treatment of a child, is it very crucial to treat also parents, or you can treat only child? Because if child is treated and he is recovered, then he is in the same environment with same parents. Is it? Yes, it may be, but of course, if the parents can cooperate and the parents also want to be treated, that is good. But you cannot expect this. But if they simply follow, they bring the child regularly and follow the treatment and follow all the instructions for the treatment of the child, and that is enough. That you can make the child treated well. Идеальная, конечно, ситуация, когда все лечатся, но это не обязательно. Ребенка тоже можно и нужно лечить, если родители достаточно разумны, чтобы чтобы выполнять все требования врача, следовать всем его предписаниям. Тогда ребенка можно вылечить, в том числе от миазмы. Ну, то есть среда на это не будет влиять. So environment will not take him Environment is also important, but when constantly they are in touch with you, you can educate the parents and you can give instructions in such a manner that the child is not again disturbed. Конечно, окружение очень важно, но если родители достаточной степени сотрудничают с врачом и будут следовать его рекомендациям, то он будет огражден от нового от новой подверженности. Если у них ума хватит следовать инструкциям врача, тогда этого ребенка можно вылечить полностью. И он будет здоровым, хорошим, несмотря на не очень здоровых родителей. А вы еще доктор Ананда, скажите, пожалуйста, все это время вы говорили о приобретенных миазмах. Вернее, врожденных. Врожденных. Но мы их можем приобрести. Они бывают приобретенными, что может быть немножко об этом. So you were talking mainly about the miasms inherited, but during our life we can acquire the miasm. There are two means that a person can get miasms. Да, два способа есть. One is inheritance.
Одно это наследственность, and the other is acquired. второе это приобрести в течение жизни. Suppose you got married, Например, вы поженились. and if you are not having inheritance